Музыкального образования у Юрия Шатунова не было, но это не мешало бывшему солисту «Ласкового мая» пополнять дискографию и снимать клипы. На гастролях уже дети первых фанатов пританцовывали под старые добрые хиты. Певец выглядел великолепно, объясняя, что попросту не надо портить то, что дано природой. Юрий Шатунов родился в городе Кумертау. Родители Василий Клименко и Вера Шатунова поженились, когда девушке исполнилось 18 лет. Отношение отца к сыну было крайне пренебрежительным, поэтому фамилию ребенок получил материнскую. Первые 4 года Юра жил с бабушкой и дедушкой, затем родители развелись, и он переехал к маме. Детство мальчика сложно назвать счастливым и безоблачным. Отчим злоупотреблял алкоголем, скандалил, и побеги из дома вошли у Шатунова в привычку. В 11 лет Юрий лишился матери, а в конце 1985-го его определили в детский дом поселка Гулаг, а еще через год перевели в школу-интернат номер 2 Оренбурга. Этот период биографии оказался ключевым в творческом пути будущего певца. Руководитель музыкального кружка в школе-интернате Сергей Кузнецов разглядел в Юрии исполнителя своих песен, хотя сам мальчик совершенно не желал заниматься музыкой, предпочитая шумные игры в хоккей и футбол. Тем не менее, к концу 1986 года были записаны песни «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». А группа «Ласковый май», составленная из детей-сирот, начала выступать на дискотеках и музыкальных вечерах в местном дворце культуры. Название было придумано спонтанно. Это строчки из песни «Лето». Поначалу оно показалось участникам коллектива слащавым, но времени на поиски нового не оставалось. Решили оставить его и не прогадали. Позже появились композиции, ставшие визитной карточкой коллектива «Белые розы». Белые розы, белые розы, беззащитны шипы. «Седая ночь». И снова седая ночь, и только ей... «Ну что же ты» и «Тающий снег». В 1988 Кузнецов записал первый магнитоальбом, распространившийся через киоски на железнодорожном вокзале. Кассета попала к администратору, гремевшей на весь Советский Союз группы «Мираж» Андрею Разину, которому настолько понравились песни и мальчишеский голос, что он решил сделать из вокалиста новую звезду. Необычный тембр, контртенор, привлекательная внешность, естественная манера пения и поведение на сцене Юрия Шатунова оказалось тем самым набором качеств, которые магическим образом влияли на публику. Первая советская подростковая группа стремительно ворвалась в музыкальную среду. Ребята исполняли композиции в стиле евродиско и ориентировались на сверстников. Слушателями «Ласкового мая» были подростки 12-18 лет. Сам Шатунов оказался напрочь лишен звездной болезни. Уже в молодости он всегда держался на расстоянии от фанаток. Группа записала более 20 альбомов. В течение 3 лет не покидала первых строк в хит-парадах, давала огромное количество концертов, бывало и по 8 в день. На выступления собирались по 40-60 тысяч зрителей. Вместо того, чтобы на волне успеха приумножить личную популярность, солист уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. Его первый сольный альбом должен был выйти под названием «Вот и кончился май», который затем было заменено на «Знаешь», но диск так и не появился в официальной продаже. Концертную деятельность Шатунов не продолжил, предпочитая работать исключительно в студии. Позже Юрий возобновил сотрудничество с Сергеем Кузнецовым, результат чего стал релиз пластинки «Ты помнишь». В 1999 году в Германии вышел альбом «Дневник». Затем записались новые диски, каждый из которых наполовину состоял из старых, проверенных временем хитов, а наполовину из новых песен. В этот период появились «Не бойся». Бойся, не бойся, не бойся, ведь я не отдам тебя никому. «Если хочешь» и другие. С 2012 года исполнитель вел именной сайт, где публиковались новости, график выступлений, видео с концертов, записи песен, галерея портретов музыканта, нарисованная поклонниками, и даже форма обратной связи для потенциальных авторов песен. На странице выложена официальная биография Шатунова. Кроме того, у музыканта были официальные каналы на YouTube и iTunes, а в соцсетях создан официальный аккаунт Юрия. В 2013 году артист выпустил 2 новых клипа на композиции «Тет-а-тет» и «А лето цвета». А лето цвета неба, огромное и синее. В поддержку альбома «Я верю». В этом же году Юрий Шатунов получил награду «Песня года». С 2014 года певец начал работать над новым студийником, записал и выложил в интернет треки «Поезда», «Грезы». А там за окном идет листопад. В мае 2015 он презентовал песню «Одноклассники». Одноклассники .ру.
посвященную одноименному сайту. 23 февраля 2015 года Юрий удостоился награды за вклад в развитие российского шоу-бизнеса на юбилейной церемонии вручения премии «Звуковая дорожка». В августе того же года к уже выложенным синглам присоединились «Звезда». Гори, звезда, гори в моей руке. Текст которой написал Сергей Кузнецов, а позднее и день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения, и в сливках торт с малиновым. Полностью принадлежащий Перу Шатунова. Долгожданный диск «Не молчи» поклонники получили только в 2018. В апреле 2019 Юрий Шатунов представил фанатам очередной альбом под названием «Любимые песни», включающий 14 полюбившихся миллионам композиций времен «Ласкового мая» в новой аранжировке. Летом того же года артист отправился в гастрольный тур по России с программой «Не молчи». Концерты пришлось прервать по состоянию здоровья. Шатунов перенес на ногах простуду, и его пришлось госпитализировать в Москве, чтобы сделать операцию. Директор певца Аркадий Кудряшов сообщил, что Юрий прошел реабилитацию, а информацию о повторном хирургическом вмешательстве не соответствует действительности. В 2022 Юрий Шатунов не терял популярности. Примером тому послужил социальный рекламный ролик от «Пятерочки» «Не сдавайся» в помощь детям-сиротам. Ты Даня Милохин, а ты знаешь, что мы из одного детского дома? В котором певец снялся со знаменитостью из молодежной среды Даней Милохиным. Парень, выходец из того же детского дома в Оренбурге, где жил когда-то экс-лидер «Ласкового мая». Юноша сообщал, что в свое время его вдохновил пример старшего выпускника интернета. В начале 2022 года Шатунов побывал с гастрольным туром «Не молчи» в Казани, Кирове, Уфе, Чебоксарах и выпустил новый клип «Не спорь со мной». Не спорь со мной, я лучше поцелуй. По словам артиста, он не любил давать интервью по нескольким причинам. Одна из них – то, что в каждой песне он так или иначе делился со слушателями личными переживаниями. Тем не менее, в конце марта состоялся выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвященный творчеству Юрия Шатунова. Юрий Шатунов празднует победу. Суд вернул певцу права на песни «Ласкового мая». На легендарные хиты группы претендовал продюсер. Андрей Разин уверял, что у него есть договор с композитором Кузнецовым. Шатунов и его адвокат тоже изучили этот документ и нашли там массу несостыковок. Но все это лишь детали для истинных фанатов «Ласкового мая». Конфликт по поводу обладания правами на песни коллектива «Ласкового мая» разгорелся между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным еще в 2019 году. Продюсер заявил, что певец больше не будет исполнять репертуар группы на своих концертах. Артист опроверг слова бывшего коллеги, сообщив, что у него есть весь пакет документов для исполнения хитов. Не достигнув желаемого результата, Разин сообщил, что безвозмездно разрешает своему бывшему подопечному использовать шлягеры. Для передачи прав Юрию требовалось только связаться с ним, чего исполнитель не сделал. Тогда Андрей Александрович передал права третьей стороне для взыскания убытков. Решение вопроса потребовало от сторон участия в судебном процессе. Несмотря на то, что суд изначально признал правоту Шатунова, позднее изменил точку зрения. Неоднократные апелляционные иски от Юрия не приводили к положительному результату. По словам Андрея Разина, не только сам Шатунов лишился возможности использовать в своих концертах 27 незабываемых хитов, но и радиостанции с этого времени обязаны были ставить свою сетку песни «Ласкового мая» только в исполнении самого продюсера. Позднее музыканты объявили о перемирии. Посредником выступил директор Юрия Аркадий Кудряшов. В июне 2022 года Ставропольский краевой суд забрал исключительное право у Разина на песни «Ласкового мая» и передал их Шатунову. С будущей женой Светланой, юристом по профессии, Шатунов познакомился в Германии в декабре 2000 года при банальных обстоятельствах. Певец просто подошел на улице к понравившейся девушке, завязался разговор. Как не раз впоследствии признавался артист, это была любовь с первого взгляда. В 2006 родился сын Денис, через 7 лет дочь Стелла. Юрий с семьей жил в Германии. Супруги договорились, что в личную жизнь прессу пускать не будут, а детям по достижении 18 лет предполагалось самим решать, будут ли они размещать свои фото в свободном доступе. Певец был серьезно увлечен компьютерными играми, стал чемпионом России по гонкам на виртуальных болидах. Юрий при росте 173 см весил 70 кг и признавался, что специально ничего не делал для поддержания формы, разве что занимался дайвингом и хоккеем.
23 июня 2022 года произошла трагедия для нескольких поколений фанатов музыканта. Юрий Шатунов умер. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Вечером 22 числа певец отдыхал с друзьями, а утром даже собирался на рыбалку. Во время застолья он стал жаловаться на сердце. Товарищи повезли Юрия в поликлинику, откуда медики уже и вызвали скорую. Срочно нужно было доставить его в реанимацию. В карете скорой сердце музыканта остановилось, но его удалось запустить. В клинике Шатунов скончался. Прощание с артистом состоялось в виртуальном зале Троекуровского кладбища 26 июня, куда пришли тысячи почитателей его творчества. Для семьи и близкого окружения прощание прошло на следующий день на закрытой церемонии. После этого тело певца кремировали. Часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, а часть жена забрала в Германию, чтобы развеять над озером в Баварии, где Шатунов любил рыбачить. Это было идеей самого артиста. Смерть 48-летнего артиста вызвала шок у многих представителей шоу-бизнеса. Дима Билан, Татьяна Буланова, Наташа Королева и другие высказали соболезнования в соцсетях в связи с преждевременной кончиной знаменитости. Немного интересных фактов. Несмотря на то, что артист владел недвижимостью в Германии, он до конца жизни так и не расстался с небольшой квартирой на Кантемировской, которую получил после выпуска из интерната. По слухам, приобрести жилье в Москве тогда уже звезде российского шоу-бизнеса помог мэр столицы Юрий Лужков. В юности Юрий планировал построить карьеру хоккеиста. Он занимался в местной секции и показывал хорошие результаты. Первую песню парень писал стоя на коньках. Шатунов любил рыбалку и уделял ей много времени, приобщив к хобби и детей. Певец учился кататься на сноуборде, но неудачное приземление и 2 сломанных ребра поставили точку на этом увлечении. Рейдер артиста содержал ряд серьезных пунктов по техническому оснащению концерта, а в бытовом плане исполнитель был неприхотлив. Имелись у него и небольшие ритуалы. Перед выходом на сцену Шатунов всегда выкуривал сигарету. Из